Всем привет! Сегодня мы находимся в одном из самых фотогеничных мест Италии, о котором знают не все туристы. Мы находимся на самом кончике итальянского сапога, в городе Шило. Наше путешествие началось на верхней смотровой площадке. Отсюда город как на ладони. Замок Руффо, вгрызающийся в скалу, и бесконечная бирюза Мессинского пролива. Именно здесь, под этой скалой, по легенде, жила та самая Сцилла, многоголовое чудовище из Одиссеи. Древние моряки боялись этого места как огня. Сегодня же здесь только крики чаек и потрясающий вид на Сицилию. Но если оторваться от моря и посмотреть на саму площадь, замечаешь одну чисто южную особенность. Посмотрите на эти скамейки. Это своего рода мужской клуб под открытым небом. В Калабрии это целая традиция – выйти на площадь, занять свое место и просто созерцать горизонт. Никто никуда не спешит, время как будто замирает. Это и есть настоящий ритм юга. Правда, за все время я не увидела на скамейках ни одной женщины. Видимо, пока мужская половина Шилы занята обсуждением глобальных новостей и созерцанием вечности, на плечах итальянских женщин продолжает держаться все остальное. Дом, внуки и та самая сладкая жизнь, которой мы любуемся со стороны. Ну что, созерцание – это, конечно, хорошо, но пора и нам прикоснуться к истории. Наша цель – замок Руффо. Мы уверенно зашагали к массивным дверям. Вошли и замерли. Вместо рыцарских залов и старинных пушек мы оказались в глубокой тишине церкви. Просто ошиблись дверью. В Италии это случается постоянно. Ты идешь за светской культурой, а попадаешь в духовную. Мы решили, что это знак – остановиться на минуту в прохладе, прежде чем штурмовать крепость. На этот раз мы нашли верный вход. Замок Руффо. Время работы. Каждый день с 9 до 13, 13:30, и билет стоит 3 евро. Бесплатно детям до 6 лет. У нас тут младшая дочка плакала, и мы сказали ей: Али, пойдем в замок к принцессе. И она такая: да, идем, пойдем в замок к принцессе. Сейчас муж говорит: купили билеты, пойдем искать принцессу. Но что-то будет, если мы ее не найдем. Ora se non c'è la principessa, poi glielo dice Alessandra. Замок Руффо – это не просто красивая точка на карте, это настоящий страж Мессинского пролива. Его история насчитывает больше 2500 лет. Только представьте, эту скалу по очереди занимали греки, римляне, византийцы и норманны. Каждый народ достраивал здесь что-то свое, превращая крепость в неприступный военный объект. Свое нынешнее название замок получил в XVI веке, когда перешел во владение знатной калабрийской семьи Руффо. Они владели им почти 300 лет и превратили суровую крепость в жилую резиденцию.
Внутри сейчас находится небольшой музей, где можно увидеть макеты тех самых лодок пассарелл с высокими мачтами, на которых здесь испокон веков охотятся на рыбу Questa меч. è la Luntre, è la prima barca che si usava per pescare il pesce spada. Qui saliva questo marinaio, metteva i piedi qua, 1, 2, poi saliva là, si aggrappava e guardava, vediamo, vediamo il pesce, eccolo, 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 e poi con la fiocina, zac, arpionava il pesce spada. Questa è la pesca più antica esistente in questo posto. В старину замок использовали не только для обороны от врагов, но и для рыбалки. С его высоких террас часовые высматривали тени гигантских рыб в прозрачной воде и подавали сигналы рыбакам внизу. Queste sono delle nasse per pescare cefalopodi, crostacei, gamberetti. Sono diversi tipi di nasse, questa è a maglia più stretta, cioè questa è per pescare i gamberetti, per esempio i crostacei più piccoli, questa a maglia larga invece va per pescare, non toccare Samuele, per pescare dei pesci più grandi, vedete l'hanno danneggiata qua. E poi ci sono i vari tipi di imbarcazioni, passarella, la barchetta. Вы спросите, а при чем здесь Калабрия и греческие легенды? Все просто. В 8-5 веках до нашей эры юг Италии был настолько плотно заселен греческими колонистами, что его стали называть Великой Грецией. Для греков того времени Калабрия была чем-то вроде земли обетованной, с плодородными почвами и стратегически важными проливами. Они основывали здесь города, которые со временем становились богаче и больше, чем сами Афины или Спарта. Влияние греков здесь чувствуется до сих пор. Само слово «Калабрия» имеет греческие корни. А в некоторых труднодоступных горных районах Калабрии до сих пор живут люди, говорящие на греканико. Это диалект, сохранивший черты древнегреческого языка. Когда стоишь здесь на балконе и смотришь в сторону Сицилии, понимаешь, почему древние греки так боялись этого места. Кажется, что до противоположного берега можно дотянуться рукой, но именно в этой узости и скрывалась вся опасность, породившая легенды о морских чудовищах. Вот это вид здесь, а? Правда? Название города Шилла отсылает нас к одной из самых мрачных легенд античности. Гомер описывал Сциллу как страшное шестиглавое чудовище, живущее в пещере под этой самой скалой. Но предания гласят, что когда-то она была прекрасной нимфой. В нее влюбился морской бог Главк, но ревнивая колдунья Цирцея превратила девушку в монстра, отравив воду в заливе, где та купалась. На противоположном берегу у Сицилии их поджидала Харибда, гигантский водоворот. Выражение «оказаться между Сциллой и Харибдой» родилось именно здесь. Пролив настолько узок, что, пытаясь спастись от одной опасности, корабли неизбежно попадали в лапы другой. Кстати, на самой вершине замка до сих пор работает действующий маяк. Он принадлежит военно-морскому флоту Италии и каждую ночь указывает путь кораблям, проходящим через этот узкий и коварный пролив. Ой, сколько ос! Ого! Красота! Оп. Пойду искать детей с мужем. Где-то они уже впереди меня. Если поедете сюда, учитывайте, что здесь все в горку или под горку, и даже в самом замке нет ступенек. Просто дорога с камнями. Поэтому лучше, если у вас есть маленькие дети, лучше не брать коляску, а берите слинг.
Сейчас мы пойдем вон туда, в те домики, построенные прямо на воде. Уже порядочно уставшие, мы наконец спустились в квартал Кьяналея. Это та самая Южная Венеция. Здесь нет дорог, только узкие проулки, ведущие прямо в море. Дома вырастают буквально из волн. Когда идешь по этим коридорам, кажется, что ты внутри декорации к старому кино. Усталость наваливается, ноги гудят, но когда видишь лодку, припаркованную у входной двери вместо машины, открывается второе дыхание. Мы просто бродили, слушая, как море дышит прямо под ногами жителей этих домов. Посмотрите на этот маленький балкончик. Окна открыты, здесь до сих пор живут люди. Прямо на воде. Мой искренний совет. Если вы, как и я, едете сюда с детьми, запасайтесь не только огромным терпением, но и провизией. Возьмите с собой побольше воды и перекуса заранее. В самой крепости или на бесконечных лестничных переходах вы не найдете супермаркета за углом. А капризный уставший от жары ребенок на середине крутого подъема – это проверка на прочность для любого родителя. Идеальное время для шила – это межсезонье, но если уж вы решились на летний вояж, планируйте логистику заранее, чтобы жара и поиски парковки не затмили для вас всю эту невероятную красоту. Наше маленькое приключение заканчивается. Пора возвращаться. И дома нас уже ждет бабушка. Уезжая, я думала о том, как часто мы ищем чудеса где-то за горизонтом. Копим на билеты в экзотические страны, мечтаем о далеких островах и при этом годами не доезжаем до мест, которые находятся в паре часов от нашего дома. Действительно, нет пророка в своем отечестве. Для нас, живущих здесь, Шила – это просто соседний городок. Мы привыкаем к этой красоте,
она становится привычным фоном. Но сегодня я поняла, иногда нужно заставить себя стать туристом собственной жизни. Сбиться с пути, зайти не в ту дверь, устать, но наконец-то по-настоящему увидеть то, чем ты владеешь. Красота не за 3-9 земель, она здесь, на пороге. Нужно только выйти из дома и успеть вернуться к обеду. До встречи в следующем видео.